Александр, вы находитесь на канале Альбатрос, и на этом канале я рассказываю об Анапе и о том, как я живу в Анапе, и даже больше о себе рассказываю, чем об Анапе. Вот. Но все это взаимосвязано, потому что я сейчас от Анапы неотделим, и я к Анапе неравнодушен, поэтому я обращаю внимание даже на всякие мелочи. И сегодня мы с вами посмотрим, что же произошло в Анапе, и пробежимся по различным группам, пабликам и сайтам. Вот. Ну, не будем откладывать долгий ящик. Вперед! И сегодня, знаете, такое вот условие поставить сразу лайк. Сразу. То есть не тянуть кота за одно место, а поставить лайк сразу. Давайте. И будем начинать. И будем начинать. Так, гитарку я вот тут подготовил, пока не знаю для чего. Все будет зависеть от вашего поведения. Сейчас я ее немножечко так передвину. Так, итак, начинаем. Еще напишите, как меня слышно. Ну, у меня тут открыт Facebook. И что мы тут читаем? Читаем мы в такой вот группе Анапа Болталка, общедоступная группа, опять же о том, что про нашу Анапу написали в британской газете Guardian. Вот. Так, птички. Наконец-то! По итогам рейда на набережной Анапы отважные полицейские изъяли у фотографов-живодеров 2 степных орлов, занесенных в Красную книгу России. Изъятых птиц отправили в зоопарк в селе Витязево. По данному факту отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято, что на краевом уровне принято изменения в закон об административных правонарушениях. Вот. И теперь приставание к гражданам карается штрафом. Ну, долго не могли найти управу вот над этими вот живодерами, фотоживодерами. Вот. Но вот эта вот такая статья сейчас как-то выручает. И надеюсь, она будет работать эффективно. Ну, потому что действительно жалко птиц. Смотрите, какие красавцы. Хорошо. Так. Андраник Лусикьян, это один из деятелей общественных Анапы, пишет: общественности так и неизвестно, будет ли туалет в Ореховой роще. В официальном списке 14 бесплатных туалетных модулей. Вот. И среди них нет туалета в Ореховой роще. Место, которое показано на видео, это где улица Толстого упирается в набережную. Множество постов и во всех соцсетях было про то, что в самой Ореховой роще нужен туалет не около, не рядом, не поблизости, а в самой роще необходим. Но видите, люди, конечно, просят, требуют, но власти не слушают людей. Вот. А если взглянуть на схему, ну вот она, эта схема размещения туалетов, то они, вот эти 15 туалетов, знаете, как
как манная крупа по тарелке размазаны, да, понимаете, даже неправильное может быть и сравнение, но очень мало. Туалетов должно быть больше, и туалеты должны быть бесплатны. Так, дальше. Что дальше? Так. Анапа-Болталка снова про туалеты. Так, это немножко не то. Так, Денверский. Анапе нужны новые очистные сооружения для чистого моря, пишет он. Летом мощности очистных сооружений превышаются в 2 раза. Износ оборудования близок к 100%. Используются устаревшие способы очистки, обеззараживания хлором. Эту информацию опубликовали при подготовке нового генплана еще в декабре 2020 года. Можно сколько угодно долго спорить, что водоросли были всегда, но ученые едины в своем мнении и подтверждают тот факт, что чем больше неочищенных стоков, тем больше будет водорослей. Неочищенные стоки – питательная среда для них, а население Анапы и туристический поток растут из года в год. Геленджику еще в 2018 году выделили, внимание, 6,99 миллиарда рублей на очистные сооружения. Городу Сочи в 2019 году выделили 430 миллионов рублей. Чем Анапа хуже? Я уже отправлял не один раз обращение в администрацию, но новых очистных так и не предвидится. Так что прошу подписать и распространить петицию о постройке новых очистных в Анапе. Вот, но он даже петицию предлагает подписать. И я всегда подписываю петицию, просто сейчас не буду, потому что там регистрация и прочее, я не буду отвлекать ваше внимание. Ну вот как выглядит с птичьего полета, с высоты птичьего полета, вот это вот грязное пятно. А вот этот сток, труба введена в море на 2 километра, ну вот видите, вот так это все смотрится. Да, некрасиво. Так. Анапские новости. Анапа, улица Крымская. Как здорово, Крымская стала уже на 4 метра. Вот, магазин «Пятерочка». Вот сделали такой тротуар. Правда, вот знаете, почему вот такие вот ступеньки? Смотрите, вот улица. Потом раз, повышение уровня. Потом раз, опять повышение уровня. Ну, вот так вот, это неправильно. Это неправильно, и ну, надо было как-то делать все единой плоскостью, в один уровень. Ну, не знаю, ну, что-то хотят там делать, но... А вообще, конечно, правильно. Сужение дорог – это то, что и я всегда пропагандирую, и я всегда пишу, повторяю, вот прямо как попугай, повторяю, что вот про этот анапский Карфаген. Речка Анапка. 23 часа назад. Ну, я уже показывал, кстати, рыбка, да, заплывает в Анапку. Так, ладно, мы будем только анапские новости читать. Только анапские. Так, Анапа Тудей. В станице Гастагаевской открыли зал бокса. Вот тут вот разрезали. Но меня как-то спорт никогда не интересовал, и я не буду на этом останавливаться. Поспела клубника в садах Анапы. Налетай, успевай. И фоточка приложена. Одна фоточка, вторая фоточка. Сегодня видел возле Магнита на Крымской, тут недалеко от нас, 220 рублей написано. Ну, я так понял, 220 рублей килограмм, а не вот этот вот лоточек. Там они в таких лоточках лежат. Вот. Я вчера вам тоже зачитывал новость про цену на клубнику. Так. Ну, вот что еще. Так, это все не то. Так, и ладно, все.
Переходим в сообщество ВКонтакте. Я всегда рассматриваю два паблика. Это «Подслушано в Анапе». Так, тут приглашают, Академия танца приглашает на учебу. Но это мы не будем читать. О, тут что-то интересное. Добрый день! Сегодня, прогуливаясь с детьми на площади возле кинотеатра «Мир кино», решили присесть на лавочку и перекусить, перевести дух. И вот, какая картина предстала перед нами. Разваливающиеся лавочки и урны, из которых торчат металлические погнутые ведра, краска облуплена, как на лавочках, так и на самих урнах. Видно, что просто тупо покрашено во много-много-много-много-много-много слоев. Вид ужасно непристойный. Лавочки наклонены в разные стороны. Где-то вообще выдраны куски. И такая лавочка или урна не одна. Это абсолютно каждая там стоит такая. У администрации нет средств, чтобы поставить там красивую инфраструктуру для отдыха людей. Либо может привлечь владельца кинотеатра. Ежегодно там гуляют очень много мам с детьми, пожилых людей, прохожих, кто ходит на центральный рынок и к морю. А там такой срам стоит. Фото прилагаю. Да. Где-то действительно красят лавочки. Вот этим, да, урнам, знаете, уже, то есть, действительно, правильно она сказала, 1000 лет. Вот такие вот урны, да, они похожи немножко на колонны, да, вот обрубки колонн с капителями, да, вот, и как-то я в одном хуторе тоже был, и там их много-много валяется на стадионе, прямо возле стадиона, по краям. И я вообще такое ощущение было, что это вообще древнегреческие развалины. Вот. Я даже сначала не понял, что это урны. Они все были покрашены в белой краской, белой звездкой. Вот. Но вот оказывается, это урны такие, вот такие древние урны. Да, действительно, друзья мои. А ведь в городе, в настоящем городе, и в городе-курорте в том числе, не в отдельных местах должны быть какие-то изящные урны, лавочки, а весь город должен вот должны быть такие однообразные, одного стиля, лавочки, урны, фонари, что там еще. Вот. У нас же нет. У нас кто во что горазд. Опять же, брошу камень в огород бывшего мэра Полякова. У него был друг какой-то там рекламщик. Начали делать павильоны остановочные. Вот. Из этого пластика, такие громоздкие, некрасивые. Ну, понятно. Кто у мэра друг, то и, значит, на улицах появляется. Вот. Но Поляков ушел с позором, был изгнан за неуправляемую строительную политику, вот, как мне кажется. Вот. И строительство этих остановочных пунктов, павильонов прекратилось. Вот. И все. Теперь вообще никому до них дела нет. Пришел швец, новый мэр, и уже принялся совершенно за другое. Кстати, их пытались красить-то. Красить-то пытались, видите, ну, синенькие, желтенькие, но выглядят они не очень хорошо. Вот, не очень хорошо. Действительно, нужно уже обновить, поменять, и главное привести в соответствие с концепцией. А то вот, значит, тут ходила делегация от мэрии, ходили они по набережной, увидели какой-то куст, ну, куст, который любили люди. Этот куст ветрами был наклонен в сторону, значит, набережной, пешеходной зоны, и там этот куст создавал тень. Люди ходили там, фотографировались с этим кустом. Делегация прошла, куст этот вырубили. Знаете почему, как они объяснили? Не вписывается в концепцию набережной. Слушайте, а вот такие урны, и вот такой вот срам, который тут женщина показала, и вот эти лавочки вписываются в концепцию города? Швец,
Ответь, я знаю, ты читаешь мой блог. И тебе доносят, потому что есть специальные люди, которые отслеживают различные паблики, сайты, форумы. Вот. И я бы этого мог и не знать, но когда я в 2014 году переехал и сразу развел бурную деятельность, вот, и стал писать, и там, значит, критиковать мэра, тогда еще был Сергеев, вот, но мне было, в общем-то, все равно, кого критиковать. И со мной вот встретился этот человек, его фамилия на букву «Б». Он предупредил меня о том, что все это читается, вот, все очень внимательно читается, есть специальный штат в администрации, кто это все читает. Вот, и он просто попросил меня быть осторожным в выражениях, вот, и не перегибать палку. Вот. Ну, я, в общем-то, с тех пор я осторожен и палку стараюсь не перегибать. Интересно, между Чумбуркой и Гастагаем вдоль дороги солнечные батареи, а светильников нет? Для чего они? О, смотрите. 21 век приходит в Анапу. Поставили солнечные батареи. Интересно, сколько это все добро стоит? Ну ладно. Дело-то, в общем-то, хорошее. Солнце не жалко. Так. Ну тут такие вот комментарии. Просто тырит солнечный свет. Таков путь. Тырить. Вот. Ну, фотография какая-то, веточка. Оставили фары включенными. Уже час примерно стоит машина. Может, откликнется хозяйка. Вот. Видите, какие сердобольные люди, как переживают за чьи-то аккумуляторы. Выброс газа, район Варваровки, газовая станция. Смотрите, друзья. Так, ну я не знаю, как они определили, что это выброс газа. Ну, кто не знает из моих зрителей, подписчиков, рядом с Варваровкой проходит как раз вот эта вот линия. Сначала она называлась Южный поток, потом ее переименовали в Турецкий поток. Вот, Путин приезжал, на кнопку нажимал. Вот, и тут вот оказывается какой-то выброс. Не знаю, кто это так. Я вот как-то не мог определить. Поздравляем ветерана Великой Отечественной войны Смоглюк Раису Федоровну с 96-летием. Дорогая бабулечка, с днем рождения, здоровья, спасибо вам за все. Ой, как приятно смотреть на людей, которые доживают до таких вот преклонных лет. Люди, которые много-много чего повидали на своем жизненном пути. Вот, и они есть, и дай Бог им здоровья. Ливневка на Крымской, полная асфальта внутри. Да, ну не знаю, как там. Да, я видел, сам что-то делали, вот эти вот металлические решетки, они достаточно такая массивная штука. Вот, как их делали, все делают намертво. Неужели вот эти вот решетки не предусмотрены, чтобы как-то потом снимать, чистить? Вот, если туда попадает. Если бы у нас, конечно, улицы были идеально чистые. Но это, друзья, сколько листьев, сколько окуртков, сколько всякой грязи, песка. Вот, машины растаскивают же по городу. С газонов неправильно устроенных. В общем, с открытого грунта все течет. Вот, ну, не знаю как. Посмотрим. Начнется, когда период ливней. Посмотрим, как это все будет работать. Может, службы подстригут деревья здесь? А то знак не видно. Пересечение с Гребенской. Ну, вот это вот водители свое вставляют слово. Портал в лучшую жизнь. Ну, это, видимо, на центральном пляже. Дело в том, что концепция новой набережной, и она включает в себя открытость моря. То есть, ну, стараются вот деревья даже вырубать, чтобы море не загораживало, и какие-то строения убирать. Вот, и
вот это здание там построено, просто этот портал действительно, а справа-слева там стеклянные просто стены. Вот, и море вот через эти стеклянные стены видно. Ну, как-нибудь вам покажу. Здравствуйте. Кто подскажет, когда включат воду горячую? Обещали сегодня. И нет до сих пор. Как отключать, так с утра, пораньше отключили. А как видите, включить, так и... Как включить, так и ничего. Так. Первое, чему должен научиться каждый, это основам геолокации и умению передать свои координаты в случае необходимости. В подслушано этому не научат. Тут какой-то пожар. И вот такое замечание. Так. Это кошмар на улице Крестьянской. Кодек. Ага, я ж там тоже живу. Сначала было все перерыто, велись ремонтные работы, теперь просто... это да. Теперь просто поскидывали плитку и как ходить. А с коляской как? А с ребенком с маленьким? Да там ноги можно сломать. Вот действительно, друзья, вот это вот я не пойму уж. Я на ту сторону давно не ходил, если честно, как в анекдоте. Это в Париже, значит, один человек переходит улицу, а там такой поток машин, что он не может перейти. И видит, там идет другой человек на той стороне. И он тому кричит: «Месье, месье! Скажите, пожалуйста, как вы попали на ту сторону?» А он говорит: «Очень просто, месье, я здесь родился». Вот, и вот жена моя, да, я-то там не был давно на той стороне, а жена моя говорила, она на работу каждый день ездила вот с остановки. Она говорит, там все перекопали, там такая вообще неизвестно что, я как-то и не верил. Вот теперь верю. Просто действительно ужас какой-то. Ужас. Смотрите. Улица Крестьянская. Это вот буквально через дорогу от меня. Кого волнуют ваши проблемы? Сами мэра выбирали. Ну, кстати, мэра не выбирали, его к нам привезли. И представили только, и все. Всем добрый день. Хотим с конца мая по 1 число июня к вам в Анапу на отдых с ребенком приехать. В первый раз. Скажите, пожалуйста, достаточно ли тепло, чтобы купаться и загорать? Ну, кстати, сегодня я слышал, что 17 градусов вода, по одним сведениям, по другим 15. Вот, поэтому, с 17 уже можно начинать купаться. Но вообще в детских лагерях разрешено купаться с 20 градусов. Меньше 20 запрещают купаться. Загорать, да, купаться нет, холодно. Анапа удивляет своим температурным балансом этой весной. Холод собачий, пишет Маруся Климова. Уж давно не чувствовала себя в мае, как в Сибири, хотя сейчас там гораздо теплее. Сегодня в Омске плюс 37. Тепло. Да не просто тепло. И тут кто-то еще и песню включает. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Так, на прилавках центрального рынка кубанское изобилие. Арбузы. Но, понимаете, вот эти арбузы, наши арбузы, кубанские, астраханские, появятся только вот в августе месяце. Сейчас вот эти арбузы, я не знаю откуда. Так, все, это мы уже видели вчера. Теперь другой паблик открываем. Так, другой паблик, интересное в Анапе. У меня на канале полный аншлаг. Спасибо вам за лайки. Гости из Греции, друзья мои, гости из Греции посетили исторический центр Анапы. Делегацию во главе с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом и послом Греции Екатерине Насикой
Сопроводил мэр Анапы Василий. Мэр Анапы Василий, председатель совета Леонид Краснорусский. Тут у швеца забыли написать фамилию. Ну, Василий, так Василий. Ладно. Гостям рассказали об истории Анапы, ее экономическом потенциале. Ну ладно, все не будем читать. Я думаю, остальное нам расскажут картинки. Вот музей у нас, смотрите, в бархат в какой-то нарядили вот этого сотрудника музея. Тут у него, значит, из какой-то золотой парчи рукава. Значит, да, вот якобы он грек. А может даже сам какой-то Зевс, друзья мои, встречает. А может быть это сам Гаргипий, царь. Вот, ладно. В общем, такой вот цирк им представили. Вот, он им что-то рассказывает. Надеюсь, не на греческом языке. Вот они пошли, вот, но это уже остатки турецкой крепости, а не греческой. Ну, естественно, подарки. Горшок какой-то дарят. Вот горшок пустой, в нем секрет простой. Он никуда не денется, и потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше ценится. Получите горшочек. Вот, и вот они вот получили горшочек, и дальше вся делегация идет. Вот, тут им песенки поют, это возле летней эстрады напротив ракушки. Там какой-то исполнитель вот в белой рубашечке и в белых штанах. И вот такие вот типа гречанки в каких-то вот таких туниках, я не знаю, ну ладно, пусть будут. Ну как-то вот мне вот костюмы не нравятся. Как-то народные костюмы казачьи хорошо шьют, а вот греческие плохо. О, еще и пальчик вверх. Ему нравится, друзья мои, греку-то нравится. А Вовк-то смотрит, а швец-то улыбается. Угу. О, здравствуйте, гости дорогие. Тут что-то они такое вот какие-то сделали вот эти вот крылья, или как они называются, вот эти вот рекламные. Что-то слишком ярко все, какие-то соты, ужасть. Оу, девочки танцуют. Но вот эти вот более интересные, хоть и я не претендую на историзм костюма, мне нравится уже. Мне нравится длина. Угу. А тут вот на каких-то деревянных колодках. Картину подарили. Ну, это, скорее всего, не знаю. Ну, это, скорее всего, да. В общем, не знаю, кто-то кому-то подарил картину. Дядька заглядывает, ему тоже нравится. Видимо, швец подарил. Ладно, дальше пошли. По набережной идут. Все, это уже было. Ну, интересные картинки, веселые, можно сказать. Вот. Это вот про птичек мы опять уже с вами смотрели. На набережной у маяка очень много подобного безобразия, пишет Наталья Берегова. Лучше бы в Анапе началась охота на ментов, мудаков, которые работают только в своих интересах. Угу. Да, вот так вот Назар какой-то Клопнев вот так вот написал. Не знаю, что он имел в виду под охотой. А тут, кстати, тут говорят, вот Кристи пишет: Назар, тут я с вами согласна, полиция просто безобразно тут работает. У нас была авария на Владимирской, где красная и белая. Позвонили гаишникам в 21:53, была авария. Приехали они в 5:14 утра. Мы столько сидели, ждали, плюс приехали нахамили, мол, зачем их потревожили из-за такой ерунды. Да уж. Так, общественности так и неизвестно, будет ли туалет в парке Ореховая роща. Опять про ту же проблему, только уже в другом месте. Так. А вот, кстати, Александр Денверский пишет: а были ли какие-то расчеты, где сколько людей ходит? Могли бы сделать голосовалку, где жители, а главное туристы хотят их видеть. Это ведь их деньги.
И действительно, друзья мои, говорят, что вот эти туалеты будут использованы деньги на их устройство с курортного сбора. И совершенно прав Александр Дельверский. Новая метла по-новому машет. Эта метла в карман себе гребет. Александр Воропаев вставил свою фразу. Так, в курортном центре связь станет еще намного лучше. На новую мачту в парке Гудовича оператор МТС устанавливает оборудование 4G. Кстати, я вот по Анапе сколько ходил, снимал трансляции. В принципе, 4G везде связь берет. И я вот на Пионерском проспекте, когда там в Дюнах где-то бываю, ну, хоть у меня и качество трансляции не очень такое хорошее, но факт то, что 4G есть вот, везде. Ну, вот хорошо, что делают. Денверский, уже пора 5G устанавливать. Я зря вакцину ставил, что ли? Так, про честные мы уже смотрели. Так, что еще? Анапы теперь могут на почте оплатить за вывоз мусора. Почта России в городе-курорте Анапа подключилась к приему оплаты квитанций регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов Экотехпром. Ну, вообще в Анапе, конечно, была проблема с вывозом мусора, вот особенно весной, как раз была смена оператора. Вот, там просто все это походило на забастовку мусорщиков. На курорте пройдет международный фестиваль «Синеокая Анапа». Со 2 по 4 июля в Анапе пройдет международный открытый фестиваль, конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая Анапа». То есть вот о том, что вот женщина недавно писала, мы читали тоже с вами, она говорила, что она критиковала Анапа, вот это Аморе-фест, фестиваль, вот это вино, бег, туда-сюда. Она говорила, это все не наше, это все чуждое, нам нужно вот наши родные коллективы, хоры, танцевальные коллективы. Вот все, ее мечта сбылась, вот тебе Синеокая Анапа, пожалуйста, получите, дети будут танцевать, петь, и снова в центре города зазвучат народные песни. Так, в Анапу прибыли, ну вот этот вот у нас министр иностранных дел грек прибыл, тут их ночью встречают, не будем это смотреть, мы уже посмотрели. Так, теперь мы сейчас с вами посмотрим, знаете, что еще? Мы сейчас с вами посмотрим, сначала посмотрим на меня, вы же должны знать, кто проводит эту трансляцию. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр, вы на канале Альбатрос, и я знакомлю вас с новостями Анапы по вот пабликам и по различным страницам. Сейчас мы будем смотреть с вами тоже достаточно интересный ресурс, который называется «Блокнот Анапа». Итак, включаем. Так. Отель «Хилтон» в Анапе появится к 2024 году. Эту новость мы читали и комментировали вчера, поэтому она нам с вами не интересна. Анапчане возмущены наплывом фотографов с животными. Вот только что мы там читали про орлов. Вот, теперь, значит, вот, смотрите, я не знаю, где они-то сфотографировали эту игуану, да, насколько я так понимаю. Вот. Наступил курортный сезон. В Анапу потянулись отдыхающие. И тут как тут перед ними появились фотографы с животными, которые прямо навязывают свои услуги. Стало известно, что за это для них увеличили штраф до 5000 рублей. Но пока суд до дела, анапчане уже высказывают свое недовольство касаемо засилия фотографов на курорте.
уже в начале этого сезона. Ну и тут вот одни разговоры, как стояли, так и стоят, живодеров надо гнать. Это они, в общем-то, тоже с социальных сетей приводят различные вот такие высказывания. Так. Анастасия Салахова жалуется на шум летнего кафе ночью в Анапе. Обращение в редакцию. Значит, обратилась Анастасия Салахова, приехавшая в Анапу из Санкт-Петербурга. Она возмущена тем, что днем и ночью не смолкает музыка в кафе в парке 30-летия Победы, мешая отдыху. На часах 1 час 10 минут, а музыка из кафе в парке 30-летия и не думает стихать. Я уж молчу о том, что днем они не выключают вообще. Да и что там, не убавляют громкость ни на минуту. Ни о каком полноценном тихом часе для детей и речи идти не может. Подскажите, пожалуйста, какие есть способы влияния на кафе? Мы в Анапу отдыхать приехали, а не бороться за сон. Ночной шум – это половина вопроса. Детей на тихий час тоже сложно уложить. Окна совершенно не открыть. Перерывов они не делают совершенно. Так, и тут, я думаю, кто отвечает? Ага, юрист. Юрист отвечает, директор ООО «Центр правового консалтинга». Кафе-ресторан можно привлечь к ответственности, если музыка громко играет после 23:00 и мешает отдыху граждан. Закон Краснодарского края об административных правонарушениях содержит норму о том, что запрещено шуметь в ночное время суток с 23 часов до 7 утра. Если соседи шумят, то нужно вызвать участкового. Он составит протокол, штраф для нарушителей 1000 рублей. Часто случается, что эти нормы не соблюдаются, что тогда нужно обращаться в полицию с заявлением, в Роспотребнадзор, прокуратуру, замерять уровень шума. В суде можно взыскать моральный вред и вред здоровью, если он был причинен. Угу. Вот так вот советует юрист. Так, и все. Вот у них как-то, вот видите, смотрите, раз, и все. 3 новости вынесены вперед. А может быть, что-то еще было интересное? Ну, вот тут вот как бы сегодня, ну, все-таки сейчас модно делать такие вот плашечки. А так вот даже не хочется дальше ничего читать. Вот. Сейчас еще посмотрим, знаете, какую типичная Анапа. Здесь тоже иногда бывает какие-то интересные новости. Все-таки 85 тысяч подписчиков больше, чем у интересной в Анапе и больше, чем у ПВА. Так, смотрим, чем нас они порадовали. Итак, как вы думаете, было бы такое решение уместным на высоком берегу? Мне кажется, что идея очень интересная. Что это такое? Что это такое? Я не пойму. Давайте рассмотрим. Камни, что ли, навалены какие-то? Вот это кольцо деревянное из лиственницы. Швец, тут идею хорошую толкнули. Где твой друг, владелец лесопилочки? Тут смотри, какую предложили, какой круг прогулочный. Швец. Так, ладно. Отнесем это к курьезам. Так, маки. На всех пустырях Анапы маки. Давайте просто парочку полюбуемся. Смотрите, ну маки. 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 Ну, красота. Красота, красота, друзья мои, маки. Ладно, так, еще маки, друзья, в Анапе маки зацвели, поэтому давайте-ка все в Анапу смотреть маки. Так, опять про, значит, очистные. Дельфин, понимаете, плывет. Ну, дельфинов нынче очень много, поэтому я тоже надеюсь как-нибудь
пойти на море и снять своего дельфина. Тут котик. Если вам скучно и одиноко, то наш Мурзик может решить эту проблему. Пожалуйста, кому Мурзика? Так, еще фоточки. Так, еще фоточки. Опа, как хорошо, как красиво. Вот это вот сегодня. Ну, видите, купающихся нет. Ветер, волны. Кошкин дом. Кошкин дом, кошкин дом. Так, хорошо. Ну, типичная Анапа ничем особо не порадовала, кроме фоточек. Но они постоянно фоточками у нас радуют. Так, ладно. Ну что, друзья мои, сейчас я прочитаю ваши вопросы, а потом, ну, если хотите, спою. Не хотите? Не спою. Доброе утро. Так, сейчас, ага. Здравствуйте, Александр. Нет звука. Доброе утро. А кому-то ночи. Я за то, что было принято решение о запрете использования животных для фотографирования на пляжах. Угу. Так. А что там насчет звука пишут? Сейчас я уже скоро буду петь, если вы напишите мне. Если вы напишите, буду петь. Не напишите, не буду петь. Так, сейчас мы посмотрим. Это мой канал, вы уже знаете, что это мой канал. Это я открываю творческую студию. Так, ну что, друзья, поем или не поем? Если в первом акте ружье висит на столе, вернее, на стене, то в пятом оно должно бабахнуть. Так, друзья, вообще напишите, меня видно и слышно? Напишите прямо сейчас, потому что смотрю, 6 лайков, 4 человека смотрят. Спой. Ладно, спой, не отстанешь же. Ладно, хорошо. Ну, раз вы так уж настаиваете, ну придется спеть. Ну, если так.
Бережно сниму. Стоп. Бережно сниму я со стены гитару, струны нежно трону. Да, давно я не пел. Так, хорошо, ладно, тогда будем что-то другое. Хотел свою спеть, но вот не задалось, не получилось. В заповедных. Нет, так, что-то опять не то, ё-моё. Сегодня не певческое настроение, что ли? Ну-ка, вот эту. Напишу через час после смерти, а сейчас не могу, не зови. Похороны сургуч на конверте, на моей замесили крови. Мы у Господа Бога пощады не просим, только серая пыль да пуля вдогон, и кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. Напишу через час после схватки, а сейчас не могу, не проси. Эскадроны бегут без оглядки, унося седаков на рыси. Нас уже не хватает в шеренгах по 8. Офицерам наскучил солдатский жаргон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон. Один вам случай расскажу. Не первый год убийц вожу, воров, насильников и остальную шваль. Мы шли конвоем на Кыру, на эту чертову дыру. Не ты по карте, посмотри, какая даль. Урчит мотором автозак, все хорошо, всегда бы так. Дорога, правда, как стиральная доска, а за решеткой зэк сидит и зло из темноты глядит. Открыть бы дверь, да наломать ему бока. Мы миновали перевал, и я уже кимарить стал. До места оставалось уж чуток, как вдруг с обочины, с кустов, с ружья шарахнул с 2 стволов какой-то гад, и как он только смог. Шофер залег у колеса, ну а на старшем нет лица. Себя он щупает, не верит, что живой. А
ну ладно, не пошло. Дело в том, что песни старые все. Я в свое время много песен написал. Вот, пою их, ну дай бог, если раз в год пою, а то и реже. Вот, поэтому, конечно, забываются. Песня оппозиционеров. Может, кто не слышал в прошлый раз? Пришла пора цветения подснежников. Вчера с утра казнили на плацу мятежников. Весь день висят, и на плацу они качаются. И кажется, что недовольно усмехаются. Зачем, скажи, нас здесь повесили на площади? В лесной глуши повесить нас было не проще ли? Ну что с того, что мы смутьяны и мятежники? А нам увидеть хочется подснежники. Ну что с того, что мы смутьяны и мятежники? А нам увидеть хочется подснежники. Ну вот, друзья, понял, что сегодня мой эфир полный провал. Полный провал. Кружка должна быть такая деревянная, правда? И в ней должен налить быть ром. Ну-ка, что вы там еще мне написали? Стихотворение свое прочти, пожалуйста. О! А что, меня еще не все разошлись? А слышно меня хорошо? Слышно хорошо меня, друзья мои? Вот если меня отлично слышно, без всяких шумов, я вам душевно постараюсь прочесть стихотворение. Какой-то антураж же нужен. Я же сейчас представляю, что я на сцене, друзья мои.
Ну, книга вам известна. Автор Александр Полуполтинных. А кто это? Это я. Так. Сейчас камеру чуть-чуть опущу для антуража. Ее собаки. 92-й год. У меня была девушка. Я ее любил, не буду скрывать. Вот. У нее была собака. А она больше любила свою собаку. А меня не любила совсем. Более того, мне с этой собакой приходилось гулять. А собака это была дог. Серый дог. Очень дурной дог. Вот. И натерпелся я с ним. Я часто с ним оставался один на один. И это стихотворение как раз об этом. Ее собаки. Давай-ка, пес, с тобой поговорим. Да сядь же, успокойся ради Бога. Вот ты живешь, хозяйкою любим, и я тебе завидую немного. Ты вон какой уж вымахал большой, и сильный, и красивый ты, и гордый. Она к тебе всем сердцем, всей душой, и даже иногда целует в морду. Ну как же? У тебя порода, сан, за сотни лет ты выхолен до блеска, а я родства, не помнящий Иван, с простою родословной, деревенской. Где там печаль тебе узнать мою? Душа твоя когда-нибудь болела? Не знаешь ты, как я ее люблю. Ну, а она, вот в этом все и дело. Меня, ты вижу, превзошел во всем, и впору мне с тобой затеять драку за право быть таким же верным псом. Но мне с тобой не справиться, однако. Это так, случайное стихотворение, я страницу открыл, но есть еще одно стихотворение, называется оно, друзья мои, сейчас я буду вспоминать, оно называется «Предсмертный вопль». Да. «Предсмертный вопль», посвящен он той же девушке, и там есть этот же пес. 137-я страница. Предсмертный вопль. Недаром знак твой звездный, дева. В нем власть и гордость, и величие. Вся в английскую королеву ты удалась своим обличием. Высокомерная осанка, надменный взор. У белых ног лежит свирепый серый дог, блестя ошейника огранкой. О, если б я коснуться смел хотя бы только края платья ладонью трепетной, проклятие, лишь стою мертвенно бел. И лишь
глаза мои, как эхолоты, блуждают нагло, без стыда, туда-сюда, туда-сюда, исследуя бугры и гроты, угадываемые без труда под легкую волной одежды. И теплится искра надежды, что схлынет зыбкая вода, откроет дно. И вот тогда увижу пред собой живую округлость бедер, грудь тугую, большие яркие соски, как жизни нежные ростки, совсем другую, такую милую, нагую. Сдай в гардероб самовлюбленность, замашки барские оставь. Тебе к лицу определенно девическая простота, но указание перста ждет док твой, преданный и верный. Ушами дергает он нервно, наверно, все же неспроста. Чуть шевельнусь, и твой приказ с прекрасных губ слетит неслышно. Ты даже не поднимешь глаз, когда твой пес устроит пышный, кровавый пир, рыча довольно. Я, не почувствовав, что больно, сквозь хруст костей завопию, я все равно тебя люблю. Вот такой вот ужас, друзья мои. Вот такой вот ужас. Вот такая была несчастная, так скажем, любовь. Тут много про этой девушке посвящено, конечно, стихов. Они разбросаны, потому что эти стихи, я составлял этот сборник по алфавиту. Вот. Пушкину. Пройдет еще лет 200 или 300, а вас все будут так же вспоминать. Как жаль, что вам не дали декабристы на площади Сенатской побывать. Вы б в Забайкалье протарили тропку, и здесь, в глуши сибирской очутясь, бродили бы по падям и по сопкам, высоким думам предаваясь всласть. Вдыхая аромата чуда осень, вдыхая ароматы чуда сосен, прожили бы до 100, не меньше лет. Вы Забайкальскую прославили бы осень, а о столицах знали бы из газет. О, как бы много здесь вы почерпнули, воспели бы Багульник и Ургуй, и точно бы не получили пули, уехав жить в какой-нибудь Кандуй. Нашли бы там жену себе, гуранку, а вы бы обязательно нашли, чтоб чаем вас поила с позаранку и не крутила б так, как Натали. Дожили бы свой век счастливым дедом и мирно бы ушли в последний путь. Увы, нам Божий замысел неведом, коней судьбы назад не развернуть. А вот стихотворение тоже, оно про любовь, но оно имеет, конечно, под собой, да, ну как же, да, реальное событие, была такая у меня влюбленность, но я там даже слова не мог сказать этой женщине. Вот. Это была моя, так скажем,
Это был первый мой опыт. Черт побери! Опять, что происходит? Я не понимаю, не думать клялся и не сочинять, но думаю и снова сочиняю. Я чувствую, что нет пути назад. На этот раз опять не отвертеться, и снова твой скупой и беглый взгляд, как острый нож, под сердце. Да за какие тяжкие грехи твои глаза опять меня убили, а из груди не кровь, стихи наружу прут, как из рога изобилия. О, сколько в тех стихах есть нежных строк, что на свободу вырваться стремятся, но я ладонью зажимаю рог, слова сквозь пальцы редкие сочатся. И вот опять, уже в который раз даю остыть неистовому пылу. На лист ложатся лишь обрывки фраз, волшебную утрачивая силу. Такое шуточное. Четиночка милая в шубе собачьей, какую ты тайну под шубою прячешь? Смелее секрет свой открыть поспеши, впусти в храм красивой и чистой души. А может быть, там, под полою дахи, есть то, что меня вдохновит на стихи? Я поеду на Мальвины, я поеду на Фолкленды, где среди кустов малины будут чудо-уикенды. Я возьму с собой гитару, а, быть может, Магдалину, может, девушку Тамару, может, девушку Марину. Может быть, и в одиночку я уеду в край далекий, и однажды темной ночкой я умру там одинокий. Улечу на остров Пасхи, жарким солнышком полимый. Я бродил там без опаски среди страшных исполинов. Хорошо бы на Канары, еще лучше на Гавайи, где на звон моей гитары вмиг слетятся птичьи стаи. Хоть на самый на край света, только долго там смогу ли? Мне земля дороже это, где весной в цвету багульник. Вот такое стихотворение. Я самый лучший в мире папа, и в пику сплетням городским своих детей везу в Анапу. Пусть дышат воздухом морским, пусть там для них поют, пусть там для них порою вешний благоухает вишен цвет. В Чите, увы, не так, конечно, и вишен там в помине нет. Везу их не на 3 недели, а просто жить в тепло, на юг. Как мне морозы надоели, я так устал от пыльных вьюг, но я люблю Читу родную. Читаю сайты о Чите, читаю, ежусь, негодую, опять Чита у всех в хвосте. Чита, ну где твои таланты? Забыла ты о казаках. Ну разве только арестанты тебя прославили в веках? Читу свою не забываю, ее я в сердце берегу. Молюсь о ней вздыхаю на Черноморском берегу. Ну и парочку-тройку прочитаю из своих буремешек.
Ты найди меня в интернете kpp.by.ru. Буду самым счастливым на свете. Не найдешь? Ну тогда я умру неизвестным нищим поэтом, непрочтенным хотя бы на треть. Разве можно жить дальше на свете? Лучше взять да скорее умереть. Не забывай меня, мой друг. Начну тонуть, ты кинь мне круг. Пойду в огонь, пошли воды, от всякой отведи беды. Не дай солгать, пуститься в брань, коль враг придет, меж нами встань. И проводить в последний путь меня, молю я, не забудь. В шалаше у Ленина в разливе очень было страшно в жуткий ливень. Только Ленин ливня не боялся. Он ведь делом важным занимался. Пусть кругом сверкало, грохотало, пусть худая крыша протекала, пусть свечу гасил предатель ветер, ум у Ильича был очень светел, да и молний голубые жало лысина прекрасно отражала. Вот я вернулся. Здравствуйте, друзья. Приехал к вам опять живой, здоровый. Привез для вас стишок хороший, новый. Вы не поверите, где был недавно я. Я покорял пространство. Да, не скрою, я бороздил космическую даль. Пускай не дали мне за подвиг мой медаль, себя я все же чувствую героем. Да, я летал. Опять летал. Во сне. И пусть все это только сновидение, но, мои други, это наслаждение ходить босым по Марсу и Луне. Знаете, мне часто раньше снились сны, ну, даже здесь мне снились такие сны, когда я вдруг, как будто бы я вдруг очутился где-то посреди оживленной улицы и босиком. Однажды приснилось, как я будто бы в армии, ну, в армии же постоянно ходишь в сапогах, а тут как будто бы я на плацу, на асфальтовом плацу и босиком. Потом еще где-то снилось, что я босиком. И знаете, я вот в городе, я где-то на оживленной улице вдруг босиком. И ну, вот это ощущение, которое я испытывал во сне, я не могу ступить шагу. Мне как-то кажется, что это вообще дурацкое состояние очутиться босиком посреди улицы. Сейчас, кстати, мода пошла. Если вы знаете, то напишите. Когда девушки ходят босиком вообще по улицам. В электричках ездят босиком, в автобусе босиком, по тротуару босиком. Ну, это ладно. Ну, и я не знал, что делать. А у меня друг был, к сожалению, уже ушел в мир иной, Витя. И он, ну, был такой, знаете, он слыл толкователем сновидений. Ну и вообще был такой немножечко человек необычный. К нему можно было обратиться с любым каким-то таким необычным вопросом. Я говорю: Витя, ну что делать? Ну вот мне снятся сны, я босиком, и я не могу там шага вступить. Ну посоветуй мне что-нибудь. И он мне дает гениальный совет. Он говорит: слушай, во сне можно ходить босиком. Все. Не тушуйся. Ну и вот так. Ну и последнее стихотворение сейчас какое-нибудь.
О, как прекрасны эти розы, тобой положенные в гроб. Ты теплые роняешь слезы на мой холодный желтый лоб. Я созерцаю всю картину, вися теперь под потолком. Уж мне твой голос не знаком, но если так, наполовину. Кто ты? Откуда? Что же дело тебе над этим смрадным телом? Моя душа, она уже на том безвестном рубеже. Вот, ну вот, спасибо тебе, Алексей. Тебе уже скоро вставать, да, уже у тебя утро в твоем Владивостоке. Вот. Эфир сегодня был такой, конечно, сумбуристый. И спасибо вам. Так, сейчас я еще раз посмотрю, может быть, что-то там надо на что-то ответить. Так, слышно. Походу, местные, те, кто живет в центральной части России, тебе особо и не смотрят. Сибиряки, дальневосточные, твои верные зрители, дальневосточники. Но стримы твои поздние для нас. Люба казакам, в общем, Люба казакам. Да и темы твоих эфиров не особо для всех интересные, специфичный. Твой канал как канал культура для круга. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья, за такие вот характеристики моего канала. По сути-то, ну, что такое канал? Я же вам не какой-то там артист. Вот. Все делается с открытым сердцем, для друзей. Если бы вот сейчас вы у меня сидели здесь в гостях, стояла бы бутылочка вина, там, или, может быть, чай бы был разлит по кружечкам, и я бы точно так же вел бы себя, рассказывал, читал бы стихи, играл бы, смеялся, ошибался, сбивался, заикался, понимаете? Это же не на сцене, я никогда на сценах не выступал. Ну, вру, конечно, выступал, и даже здесь, в Анапе, но это совсем другое дело. Сцена и узкий круг друзей. Поэтому, друзья мои, спасибо вам, что вы у меня есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Это повторяют все блогеры, что вот эти ваши лайки очень-очень-очень-очень мне нужны. Вот. В том числе и для... И если реклама идет, смотрите мою рекламу, когда ролики смотрите, потому что у меня все равно есть какой-то стимул. Я получаю немножечко к своей пенсии добавку от монетизации. Поэтому, когда вы смотрите рекламу, ну, вам это как бы особо труда не составляет. Реклама короткая на YouTube. Вот, поэтому, а мне это лишняя копеечка. Спасибо большое. Все, на сегодня эфир закончен. Сейчас я тоже буду спать. Завтра я буду принимать здесь у себя гостей из Читы, моего двоюродного брата с другом. Вот. И не знаю, завтра проведу я эфиры или нет, но, наверное, проведу. Когда провожу моих гостей, все равно у меня останется время. Ну, посуду можно помыть и на следующий день. Поэтому, друзья, всего доброго. До следующих встреч. Пока. Это был канал Альбатрос, и мы сегодня слушали новости об чудесном городе Анапа. Ну, а потом немножечко я присел вам на уши и почитал свои стихи, и попытался попеть песни. Но сегодня не певческий день. И я, кстати, сегодня подстригся. Вот. Пока. За 149 рублей.